Здорово, праздниками Мишаня. Тихо, тихо. Серега, здравствуй, здравствуй, Сергей. Добро пожаловать. Спасибо большое, взаимно, Серега. Как что-то ты прям перед Новым годом зашел, поздоровался, потом резко пропал. Да? Спасибо большое, Сергей, спасибо. Хорошего дня, хорошего настроения. Сейчас я начну. Тут просто смысл в том, что это самое... Человечек написал подарки, которые разыгрывали, что он получил. Один из победителей, мышки, который отправлял. Второй только оповещение получил и скоро заберет. Я понял, Сергей. Сергей, это у вас, да, там, сейчас типа нездоровая ситуация. Ты ведь там же живешь, правильно? Извини, если я напутал. И я тогда понимаю прекрасно. Ничего, Серег. Спасибо, что забежал, что нашел времечко. Ну а сегодня с вами, друзья, на обзоре. Сейчас, ладно, я веду курс делом. Да-да, у нас, но в моем регионе все у нас. Я тогда понял, Серег. Я надеюсь, что у вас там все образуется. Ребятки, друзья, спасибо вам большое. Прям сходу за поддержку. Вы прям поддержали. Я только стрим завел. Я его на самом деле откладывал. Я сегодня планирую 2 стрима провести. Я очень надеюсь, что я стану в режим 2 стримов. Сейчас посмотрим, как у нас со школы. Вот. Сегодняшняя игрушка у нас на обзоре. Это как Spellforce 3. Независимое дополнение Fallen Good. Вот. И речь пойдет у нас про троллей, которые будут, стараться заниматься выживанием своей расы. Ибо на них идет охота браконьеров других рас, скажем так, за счет их клыков, там, может быть, шкуры, каких-то трофеев. И, в общем-то, один какой-то, как это сказать, эльф, не темный, не светлый, какой-то загадочный эльф, в общем-то, предложил им сделку, чтобы их раса выжила, троллей. Он предложил им сделку, они воскрешают падшего бога, то есть Fallen Good переводится, а он им помогает, видимо, выжить. Вот, как-то так. То есть это независимое дополнение, оно не относится ни к какому лору, ни Spellforce 3, ни Salt Hard West, то есть там, где была битва магов, война магов, а потом в Spellforce, где из Грим там намудрил заклинаниями с рунами, это все не относится к данному лору. Как бы вот так вот. Окунемся. Диалогов будет много, читать надо будет много, поэтому я понимаю, что она не всем зайдет, но это РТС-стратегии с элементами РПГ. То есть это самое последнее дополнение, которое пока что вышло. Плюс еще они переделали серию Spellforce, плюс ее дополнение, как-то там в ремастер. Буквально недавно было обновление. Что-то там поулучшали, там сетевые баталии что-то сделали лучше, какие-то перки переработали, оптимизация, графика и так далее. В общем, вам хорошего настроения, приятного просмотра. Мне вообще приятно поиграть в 2К, я серьезно, я прям балдею. 144 Гц, 2К, меня прям, понимаете, сколько я с вами стримлю и до этого играл, наверное, лет 10. Я вообще не понимал, что такое 2К, 144 Гц. Поэтому, искренне как-то пытаюсь вам передать эту атмосферу. Не знаю, получается или нет, но судить не мне. Да, сегодня я в таком освещении, на улице очень светло. Посмотрим, как картинка будет нормальная на вебке. А то у меня этот фонарь в лоб светит. Не очень приятно. Вот, вторым стримом завтра у нас с вами Ассасин Одиссея. Вот. А сегодня, мы, наверное, поиграем в наш рогалик Dark Dungeons. Вот, как-то так. Вот. Ну что, поехали. Если есть вопросы, то
Да-да, у нас... Так, это я читал. Все, друзья, тогда отправляемся. Всем приятного просмотра. Хорошего вам дня еще раз. А чё это у нас? Компания «Одиночная игра». Сохранение с прошлой Sold Hard West, что ли, потянулось? Продолжить, говорит. Ну да, тут сохранение с Sold Hard West, видите? Серый Цитадель. Не, у нас новая. Сценарий старых Халая, Шпилфорс 3 Брунинг Блуд не установлено. Не, нам Fallen Good, друзья. Возьму я, да, наверное, все-таки... Что у нас Макруга? Вас не страшат никакие трудности. Этот уровень для вас. Да не, мне стандарт, какие там... Сначала новая компания, данные в ячейках автосохранения предыдущей компании могут быть перезаписаны. Ручное сохранение будет затронуто. Хотите, да. Новый вождь. Рождение нового вождя. Когда судьба решает, тролль должен склониться, молвил вождь Нарияк своему детенышу. Агрок теперь должен вести племя. Нарияк сказал. А Крок немедленно отвел взгляд от грязи, пропитанной кровью. А Крок не может. Он не готов. Взор Нарьяка туманился. Береги их, детеныш. Их и его всех. У них такие, конечно, диалоги немножко странноватые. Ну, то есть тут речь идет о рождении какого-то молодого вождя, который поведет, в принципе, всю свою расу на выживание. Ну, наверное, так. Агрок, Нарьяк, запомнить бы сейчас вот эти вот все лексиконы. Вот, у нас, как я понял, сразу будет команда. Это у нас Агрок, Сокрушитель Костей. Тут дальше у нас Серая Шкура. Ноагар, Лунная Кровь. Заска, Мелкий Клык. Тут, видимо, ну-ка. Тут, получается, я троих могу выбрать, а вот этого я не знаю, кто это. Или стой, Агрок, Грунвар, 2, Наак и Сказка. Не, 4. Ну, давай с Агрока начнем. По талантам я вообще без понятия, какой тут, что тут. Тут также, смотри-ка, тело можно избрать. Ну, типа, визуализация. Ну, так-то ничего. Голова с клыками. Давай с колечком возьмем. Как орк. Стрижка, говорит. Да у него там и не видно стрижки. Аксессуары. Что-то в носу там, в общем, прилепилось. Волосы белые. А, цвет кожи, либо он совсем зеленый, либо совсем белый. Так, по талантам, да, ребятки. Будем сейчас разбираться, потому что мне тоже интересно. Давай начнем с того, что есть путь крушителя, дар крови, путь метателя, дар холода пламени, дар природы, дар мрака и дар духов. Дар духов, он заблокирован, и, видимо, он идет по дефолту. Ну, по стандарту, я имею в виду, да. Можно взять, попробовать путь крушителя. Я хотел бы очень это, чтобы было выбор с аурами, потому что ауры мне больше понравились, больше всего. Так как ты можешь пассивно усилить и менее тыкать на всякой панели. Хотя, с другой стороны, я когда начал играть с Spellforce 3, я не знаю, может быть, я такой заметил, но если это РТС, почему здесь нельзя зажать типа контр, какую-то группу обвести и назначить единичку 1? Вот в Spellforce 3 этого, по-моему, не было. Может, и я так неправильно не прочитал, может, в настройках. Ну, такого, в общем, я не заметил. Давайте выберем путь крушителя. Все деревья способностей 1. Сбросить. Как выбрать-то? Ага. Я понял. Перетаскиваем, выбираем. Ну и опять же, сила, ловкость. Если у нас крушитель, видимо, тут характеристики сила... характеристики оружия, выносливость, сила, воля. Я согласен.
возможно, так. Почему именно сила воли? Основные параметры. Даже типа не сила, а сила воли и выносливость. Типа, чтобы он был очень выносливым. Никто так не умеет крушить всех вокруг, как лунные братья. Чем больше он учится, тем лучше владеет оружием и защищается от вражеских ударов. Он может убить двух врагов сразу, вызывать в себе боевую ярость. И даже использовать отбивало как оружие. Отбивало как оружие. Сейчас я сразу посмотрю. Преимущество. За каждого сокрушенного врага Мугва наделяет героя умением крушить врагов еще лучше. Если использовать оружие типа двуручное или универсальное, после убийства врага воздействует на себя эффект усиления. Преимущество это, видимо, пассивное. Сопротивление. Если использовать оружие типа щит, поражает дополнительные цели каждой атакой, сопротивление стрелковому плюс 15. Тут тоже преимущество. Сражаясь двуручным, держа оружие в каждой руке. Это круговерть, это я помню. Круша врагов, герой наносит больше ран. Сила атаки 4%. Герою лучше отбивать вражеские удары, если используется оружие ближнего боя. Так, а вот второй дар духов. Ох ты, ох ты. Все, хорошо. Первый есть, друзья. Первый есть. Дальше. Это игрок. А кто еще тут здоровый? Вот он здоровый. У него талант уже выбрано. То есть я могу ему только выносливость, сила воли и оружие. Я могу только распределить очки. Если здесь я распределил. Что там? Сила воли, выносливость. И нигде сила, главное, заметьте, не требуется. Да? Да. Не-не-не. Так, Стой, здесь выбрано. Здесь... кто же выбрано? Гунвар и Заска. Вот можно Заски выбрать. Это колдун. Я вот что-нибудь дар природы бы хотел бы изучить. Опять же, выносливость, сила воли, интеллект. Помните, у нас один хиллер был. Тоже там что-то с природой связано. Герой насылает на родича, исцеляет чары. Исцеляющие чары, вот. Все, берем, даже не раздумываем. Хилка у нас должна быть в любом случае. Путь метателя, так понятно. Выносливость, сила воли, интеллект. Что ж у вас у всех прям, Я думаю, пойдет. Так, и последний у нас товарищ. Можем взять путь метателя. У нас как бы мы будем ходить вместе. Либо с кинжалами. Дар крови. Часть их жизненных сил. Понял. Давай-ка метателя. Путь старейшины. А вот путь метателя идет сила, ловкость, сила воли. Сила воли. Немножко выносливости, также прибавочка. Потом мы разберемся, я думаю, не беда. Все, поехали, ребят. Тут по настройкам вроде бы как бы неплохо. Ух, какая стрижка-то. Ох. Сейчас мы тебя тоже немножко так, цвет. Давай позеленим. Ты же у нас метатель.
А, это дар природы. А где у нас метатель? Вот он, метатель. Ну, будешь белый, не беда. Все, помчались, друзья. Долго не буду тут что-то разбирать. Все навыки интересны, все хороши. Shield the tribe and shield Noag. Those were Chieftain Narjak's last words to his cub Akrog after a ballista bolt from the Tusk Hunters pierced right through his chest. Ну, видимо, рассказывает, как на его племя охотились. Warrior, leader of the Moonkin Trolls, last of the mythical firstborn, killed by elven poachers. It was not only Narjak's heart that Bolt impaled that day, but also that of the Moonkin, Потом был какой-то бой. weakened by the terrible blood rot plague and decimated by the hunters. They had long been struggling for survival. With their mighty chieftain gone, the last ray of hope still shining was Noag, Akrog's younger sibling who had inherited Narjak's legendary power. The chieftain's wish for Akrog to succeed him surprised many kin, but it surprised Akrog most of all. True, he was a strong and honorable warrior, but far from the Moonkin's best. All he had was the peculiar gift to hear the voices of the dead and an iron Давай, давай, Катерина, давай, счастливо. by his sire's last words. Was he ready for this? He could not say. Yet when the tribe demanded, Сейчас, ребят, troll смотрите must пока. bow. And so Akrog found himself giving his first command as a chieftain to be. The Moonkin would travel to Mugwa's cradle, a shrine guarded by the Bonekin trolls, to perform the devouring, the sacred ritual where the new chieftain consumed the old chieftain's heart to take up his role. This story begins the day the Bruised tribe arrived at the cradle, where Akrog, joined by his mentor Grungwar and his trusted one Zaska, ventured out to find a holy plant for the ritual, Mugwar's Tear. Little did Akrog know that the true trial of the Moonkin trolls had just begun. No matter what the trolls may think of Chieftain Akrog, trust not the foul tusks who say he had everything given to him on a moon silver platter. All because his sire was chieftain before him. Oh no, little cubs. The hunger, the blood rot, the hunters. The Moonkin had become but a shadow, and in the span of a day, it became Akrog's calling to lead them back to Mugwa's light. The day he and his two companions went out to prepare Narjak's last rites would be but the beginning of his troubles. Друзья, да, извиняюсь. Колыбель Мугвы. Ну, в общем-то, я так понял, что на картинке это вся история, которую я вначале рассказал, была по лору. Так, что бы там ни думали тролли про вождя Акрога, не стоит верить гнило клыкам, утверждавшим, что все в жизни ему давалось легко, лишь потому, что его родитель был вождем до него. О нет, детеныш, голод, гнилая кровь, глыкореза, лунные братья стали тенью себя прежних, и на плечи Акрога легло бремя вывести их вновь к свету Мугвы. День, когда с двумя спутниками отправился за всеми необходимыми, чтобы проводить Нарьяка в последний путь, стал для него первым в бесконечном череде нелегких дней. Так. Первые шаги из задания получено.
Это что-то какие-то у нас развалины, поди. Так, ну, привыкать к геймплею, да, немножко придется, конечно же. Are these the ones? Это они? Слезы Мугу — священное растение, сама богиня благословила. Pity she always. Жалко, она вечно плачет там, куда трудно добраться. Очень трудно сюда залезть. Один цветок, Агрок, чтобы забальзамировать тело вождя для поглощения. Другие не трогай. Harm not the others. Ага. Так, а где у нас четвертый-то? У нас же еще малыш был. Почему Агрок не может собрать больше? Akrog wants not to disrespect Mug. Агрок не хочет обижать Мугу, но почему нельзя собрать больше? Это разваленная Ruin. хрупарей. In pluck. Если цветки не соберут лунные братья, это не сделает тот другой. Хрупарей — это, возможно, люди. Ну, то есть тут лор — это все расы у нас, да, там. Тролли, кто там, гномы, люди. Кто у нас самые хрупкие? Возможно, это люди. But still, the laws demand it. Агрок верно говорит, но как гласит закон, эти цветы Мугу ударить в священной земле. Тролль может их рвать только для обрядов, больше никогда. From the soil is for the right. Akrog understands. Агрок понимает. All right. Хорошо. Дело сделано, цветок сорван. Получено так, есть. Has been back to the cradle then. Назад в колыбель, да? А то большой маленький недотепа, ну, Ак с ума сойдет от тревоги. Будет думать, что все упали с обрыва. Надо было брать Нуага с собой. Still think Агрок думает, надо было брать Нуага с собой. Может, его темные мысли стали бы светлее? Noag's Нуаг в печали, неразумно было бы брать его с собой. Дай ему время для скорби. Он же лунная кровь и скоро станет родной кровью вождя. Он знает. the moon. Потом будет не до того. На много лун подряд. Grunwald. Грунвар говорит правду. Грунвар, да, правильно прочитал. Давай, идти назад. Диалоги веселые. Much time already. Wait. Before Подожди, до того, как уйти, Грунвар. Грунвар хочет странное, хочет сорвать цветок для себя. Зачем? Для поглощения? no. Нет, просто. Лунные братья очень долго бегут. Вождь Грунвар мечтает, что когда-нибудь они найдут настоящий дом, стойбище для племени навсегда. What dreams that one day they Агрок хочет того же. beautiful idea. But what happened? Это правда так было бы хорошо. Well, it may Может, это глупо звучит, но Грунвар хочет сохранить этот цветок, а потом когда-нибудь посадить его на стойбище лунных братьев. Как тотем надежды, чтобы все видели, какой путь прошли лунные братья. Но пусть решает Агрок, like a tool ведь это против закона Мугвы. to show how far the Moonkin have come. Типа сорвать еще один цветок, хотя закон, видите, не запрещает. Давай соблюдать все-таки традиции. А лунные братья должны чтить закон Мугвы. Никто не знает, будет ли когда-то такое стойбище. Нельзя нарушать закон. Грунвар понимает он. He Вот старая шкура, драгоценный цветок. Zaska should Заски, не надо было так делать. Цветки священные. well. А Заска сделал, и ничего не случилось. Стоит тут целый и невредимый. А теперь давайте идти отсюда. Ладно, тогда назад в колыбель. Cradle then. Так, небольшое обучение, что левая кнопка мыши, правая кнопка мыши. Удерживайте, проведите левую кнопку мыши, чтобы выбрать сразу несколько героев. Дважды щелкните левой на любом из героев, чтобы выбрать сразу всех героев. Можно посылать в указанную точку, нажав... Ready for action. Понятно, понятно. Так, а у нас способности Alt, контратаковать. Я вот, знаете что? Как же тут? А, вот камера. Чтобы перемещать камеру, используйте Up, Down, Left. Ну ладно, я думаю, вот этого достаточно. И влево-вправо. Я зафиксировал. Вот типа взаимодействие с предметами. Как на Вервинтере или в каких-то таких вот играх. Кто-то нам шепчет. What is trusted one? Друг, брат, хорошо. Да.
At his service. Управление отрядом. Ну тут привычный интерфейс довольно-таки. Довольно-таки. Тут можно по способностям сразу что-то прочитать. Это наш первый игрок, который крушитель. Духи сопровождают, укрепляя его собственный дух, концентрация в секунду. Вождь ведет племя за собой. Когда игрок не сражается, он и находящиеся рядом с ним сородичи быстрее двигаются. Это именно когда не сражается. Эффект в области, положительный призыв. Поднимает знамя, чтобы укрепить дух пламени. Стоимость дальность 7 метров, перезарядка 4 минуты. Может быть усилена Грунваром. То есть 2 пламени, да? Скорость передвижения, скорость атаки. Кстати, интересная вещь. Строительство. Призывает духов, чтобы те перенесли его в настоящий рядом родичев к одной из построек. Что это такое? Источники и союзники в пределах 40 метров телепортируются. Ну тут, типа, понимаете, надо уровень прокачать. Все нормально. Игрок указывает родичам, кого из врагов крушить. Указанную цель легче ранить. Активируется при каждой атаке. При каждой атаке. Причем это все какие-то пассивные умения. Наносит больше урону. Хорошо, давай пока так прокачаем. Ну, знамя мне понравилось. А кто у нас? Грунвар, да? Это Заска. Grunwar is ready. Вот он, Грунвар. Тотемы. Герой чаще наносит врагам особо чувствительные удары. Вероятность критического удара. Лапа, да? Это старый воин снискал благословение Мугу. Его оружие наносит врагам дополнительные раны чарами. Урон светом. Тут бесплатно, потом 3-й уровень идет у нас. Во время драки герой начинает двигаться быстрее. Удобно, когда нужно спасаться бегством. Можно взять? Можно. Меткий бросок, который наносит глубокую рану, особенно если враг не может пошевелиться. И призыв. Тотем наполнен мраком. Он замедляет рядом врагов. Постепенно исцеляет. Сколько у нас? 1 очко способности. Вот это интересный товарищ. Типа на тотемах, как Ригар. Знаете, вот что-то такое, да? Из лора. Zaska is listening. И Заска. Творит чары, расходуя меньше сил. В карманах Заски помещается много ингредиентов. А тут как это много? Подобно костяным братьям, это аура. Имеет извлекать пользу из мертвых. Он собирает с трупов ингредиенты, если у него есть для них место, но только не во время боя. Хитрый охотник, он умеет незаметно высматривать цель издалека. Призывает на поле боя глаз Заски. А что это у нас так? Стоимость всех способностей. Чары возвращать все деревья в указанной области. Давайте попробуем как-то вот так, что ли. Будет у нас хотя бы хилка. Хоть какая-то. What should he do? Closed. Взаимодействие с ключевыми предметами или другими персонажами с помощью правой кнопки мыши. Let Grunwar. It is open. О, и открыто, странно. Mark could learn a thing. Может, Замарак узнает нового в этих развалинах. Все, что делают хрупари, никогда не приносило добра. Хрупари. Это они, может быть, имеют война магов. Так вот, интересно, она была уже или нет. Так, стоп. Тут у нас... камень вот он. Камень телепортация. Заска, хрупари. It
It is like the other one, but Как в том другом месте, но палки нету. them look around them. Надо посмотреть вокруг, может какой-то как-то выйдет починить. What on Urgath is this? This work Не работает, говорит. Интересно, а где нам палку-то брать? Может, палка как-то... Let Zaska get a proper look. Так, ну если эти ворота открываем, значит ищем палку. И у нас будет телепортация. И крабы в развалинах, что самое удивительное. That direction. Sure, why not? Добыча, мы нашли добычу. Так, наведите курсор правой кнопки мыши, потом уберите левую. Взять все или возьмите предмет по одному. Can a troll not rest for a moment? That should work. Time to move on. Ну, пока, конечно, смешно, типа, найти палку, вставить палку, там, понимаете. Легко, говорит. Верните слезу Мугвы, вождю костяных братьев. Если один из ваших героев пойдет в бою, ваше путешествие не окончится, пока над ним виднеется счетчик оживления. Любой из оказавшихся рядом героев может помочь ему встать. Но это я помню, да. Либо он возрождается, а возрождение у нас всего 4 заряда оживления. This looks interesting. Ресурсы все те же самые, знакомые, да, ну то есть... He is going. А куда я открою? Я еще пока не могу открыть. Can Zaska help? Nah, bugs. Нажмите L, чтобы распределить ваши очки навыков. Панель быстрого доступа позволяет вам оперативно использовать способности ваших персонажей. Чтобы добавить заклинание, перетащите... Куда перетащите? Из книги заклинаний, панель быстро... Ну, это я понял. Понял. То есть, когда вы выбрали... Вот здесь вот есть книга. Тут есть преимущество, это пассивное, а есть активное. Отсюда зажимать и переносить на панель. Но я пока, типа, набрал одних пассивных. Ну, и парочку активных. Ну, типа того работает. Вот, типа раз подлечились. They messed with the wrong tribe. Dead. Мертвый может унести с собой, как еду. Bugs. Червяки для брюха зло. Заска узнал на себе. Не понравилось. You will lead the way. Заска узнал на себе. Ну, тролли, конечно, у них диалоги. Так, давай посмотрим, какие тут Interesting. еще есть хрона. Probably. Чтобы посмотреть список имеющихся у вас наличие предметов и снаряжения, откройте меню предметов, нажав кнопку Ш, то есть И. Инвентарь. Ай, по-другому, да. Тролль не может использовать такой топор. Ready for action. Но также у нас имеется с вами, естественно, бутылки зелья. Can a troll not rest for a moment? У них же типа палки заостренные, дубины какие-то. Еще один божий камень. What on Urgath? The moon Лунным братьям тут не пройти. Верно, но есть камень чар, если выйдет зажечь его. they are. Вот они. Did one. Грунвар, брат Нербок, одноглазый, что тут ты делаешь? Yeah. Looking for them. Смотрите, The fat bone can cheat. смотритель ждет. А не смотрите. Смотритель ждет, толстый вождь костяных братьев волнуется. The tears were harder to find. Слезы оказались труднее найти, чем мы думали. Cub Acro. Детеныш Акрок. Нербок скажет еще раз, лунные братья должны прервать поглощение и идти. Если слишком долго быть на этой поляне, охотники за ним придут. They talk. Нербок. Они уже говорили про это. Вождь должен быть поглощен, когда Мугу Mugwa can pass. передает его силу избранному вождю. Привет всем. Нарьяк бы хотел. В общем, смысл в том, что какой-то, да, ритуал должны сделать маленького там
Приветствие, приветствие, добро пожаловать. Power to the chosen chieftain. Пока не вижу, кто. Narjak would want what Narjak Нарьяк бы хотел, чтобы племя выжило, но Нербок кончает говорить. Ясно, племя хочет слушаться детеныша с молочными килыками, который слышит голоса на ветру. cobbling, who hears voices in the wind. Нарьяк — родитель Акрога. Если кто-то и знает, что бы он хотел, так это Акрог. was Akrog's sire. What? Что, Акрог теперь стал светляком? Where blood ties matter. Для него узы крови значит больше, чем племя. Это правда Агрог, детеныш Нарьяка. Krog is Narjak. Но он от этого не ближе Нарьяку, чем любой другой родич. Nebok speaks truth. Нербок верно говорит, Нарьяк дал жизнь Акрогу, и их связь сильна. Но детеныш принадлежит племени, чья бы кровь ни была. Так гласит закон Мугла. Godless. There. Вот, слушай, Гунруара. Лютые диалоги. Акрог, там сын вождя, короче, который должен родиться. Видимо, племя говорит, не, так неправильно. Привет, привет, всем привет, добро пожаловать. Я, к сожалению, не вижу, кто там, что там. У меня чат почему-то залип во время диалога. Хорошего дня, хорошего настроения, приятного просмотра. Акрог не просил быть вождем, Нарьяк его выбрал. Nebok knows that Akrog wants За миг до смерти с метательной пикой хрупарей в груди. spike through his chest. He either chose Он выбрал Акрога, потому что его мысли были в тумане смерти, или потому что Акрог был его детенышем. his cub. Нербок даже не знает, что хуже. Nebok Нербок, таким было слово вождя. makes it no. Это было неверное слово. Так, родитель Нарьяк был последним перворожденным. Он заслужит покинуть этот мир с честью. Sire Narjak was the last for Zaska could Заск согласен с каждым словом. everyone got Если бы все получали, что заслужили, у каждого рабочего would have their own был бы свой железно stake. клюв, что ли. Treasured Narjak Пойми правильно, Нербок ценил Нарьяка так же, как он ценит друг брата Гунруара. Но Нарьяк был великий вождь, потому что думал о других. Акрог должен это знать, ведь он помнит, сколько его родители сделал для Нербока и Акрока. Akrog knows. Акрог все помнит, Нербок. But what honor have the trolls? Но какая честь остается у троллей, если они позволят этим гнилым хрупарям сокрушить не только их кости, но даже самые священные обычаи? А теперь Нербок. Может, да. Zaska И вот что Заска мелкий клык. Что? Buck knows. Нербок знает, что мелкий клык хитрит. Он будет за ним смотреть. Then how will he see where he is? Тогда как он увидит, куда идет. Talking about Zaska scheming. У нас теперь есть два ближайших камня. Scheming makes То есть он нам открыл проход, друзья. they'll trusted one Всем Akrog привет. after the Только у devouring. меня Kin картинка should not висит. have secrets from each other, Zaska. And Grungwar would know all about that, no? Let Grungwar take a closer look. Картинка висит. Картинка висит, потому что Мишаня, да Ричард. Картинка, ну в ОБС-ке картинка вроде норм идет, а вообще я типа диалог читаю. Может и поэтому. Ну-ка. По идее не должна, друзья. Никакая картинка висеть. Слушай, да, действительно что-то повисло. Акрог, Нербок. Так, ну сейчас картинка висит, это потому что я ее альтабнул.